Всем привет! Сегодняшнее видео решил посвятить, так сказать, насущному державкам для вот таких расточных резцов, конкретно вот для такого. Недавно пришла мне такая державка, почему я все-таки решил ее заказать. Как только я не пытался использовать вот такие стандартные резцы напойные, их у меня очень много, но каждый раз сталкиваешься с одной и той же проблемой. Во-первых, это недостаток длины. Ну а во-вторых, они имеют державку вроде как 16 мм, так же как и резцедержка, но при этом при установке их в такую резцедержку центр смещается вниз. И они просто не могут приподняться по высоте до нужного уровня. Поэтому приходится их сфрезеровывать. И так происходит с каждым, который хочешь использовать. Ну и при этом снизу приходится подкладывать что-то гигантское, вроде вот такой пластины уголка гнутого профиля. Так вот, с этой проблемой я столкнулся буквально моментально после того, как у меня появился токарный станок. Поэтому была изготовлена вот такая державка. Это сварная конструкция, шестигранник и квадрат. И именно эта державка позволяет мне зажимать маленькие резцы, будь то расточной или резьбовой, с диаметром основания 8 мм. Эту державку я полностью сделал, а сверление выполнил уже непосредственно зажав в резцедержку. При этом все особенности ТВшки и особенности его текущего состояния тут же проявились. А именно здесь наблюдается значительное расхождение от точки входа сверления до ее выхода. Разница тут в районе 1,5 мм. Плюс мне не удалось сразу попасть вот в этот паз так, как нужно, как я планировал. Поэтому, как видите, болтов для зажатия здесь много. Они позволяют зажимать как прямо, так и под углом. Для вот этой 16-мм державки я решил поступить чуть по-другому и заранее заказал два вот таких шестигранника на 24 и на 27 из стали 45. Кстати, эти шестигранники куплены на первые деньги, полученные с монетизацией на YouTube. Все, что успело накопиться, вот оно. Ну, конечно, не только это, еще несколько прутков хватило. Снимать, возможно, там от $100. Ну и, соответственно, хотя бы там какую-то часть, примерно третью от того, что я уже покупал из нового металла, окупил. Так что, если кто-то думает, что все блогеры тут миллионеры, да ничего подобного. Это чисто хобби, которое в данный момент уводит только в минус. В данном случае я планирую один шестигранник, который поменьше, использовать для вставки в резцедержатель, соответственно, чуть подфрезеровав его грани, а второй использую для основной державки и расточить ее уже в самом патроне. Причем, скорее всего, расточной резец я здесь применять не буду, а буду пробовать отверстие разворачивать. Ну, если не получится, буду просто сверлить. Изначально хотел сделать вставку из квадрата со стенкой 18 мм, но мне показалось, что проще будет соединить два шестигранника. Сделать как-то вот так. Вот здесь будет резцедержка, а здесь уже росточка. В итоге снова получится похоже, что что-то сложное и иррациональное, но, возможно, интересное. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот для выполнения этой пословицы я собрал импровизированный стенд из блока USB, ну и всего, что попалось под руку. И теперь у меня доступна как примерная подгонка по высоте, так и примерное положение относительно центра патрона. И теперь можно уже по месту примерно вымерить расстояние. Ну вот, посмотрите теперь, что у нас получается. Черная точка – это положение для сверления. Ну, то есть центр отверстия. Я же собирался делать отверстие со смещением. Так вот, по сути, получается, что выгоднее сделать его без смещения, прям по центру. Вообще получается, что вместо этого большого шестигранника проще было использовать круг, сделав лишь проточку. Но подходящего круга из хорошей стали у меня нет. Как там положено, вылет не более 3 диаметров. Ну, по граням 27, расстояние до резца от кулачков в районе 60. Все в допуске.
Ну или почти все. Со вторым все прошло значительно проще. Диаметр чуть меньше, и он помещается в патрон. Соответственно, жесткости больше, отрезание уже проблем не доставляет. Решил все-таки заморочиться с росточкой, так как после сверления присутствовали значительные биения. Резец все же, несмотря на свою слабость, попытается это выровнять. Ну и плюс, надо сказать, вот эти каленые китайские державки намного прочнее, чем наша сталь 45. Поэтому, несмотря на то, что диаметр маленький, этот малыш справляется с очень серьезными задачами. Ну, конечно, если не брать мега-съемы и не наглеть с подачей. Растачивать буду в два этапа. Сначала чуть более половины, а потом уже на полном вылете. Снимать там нужно при росточке совсем немного. Чисто довести, чтобы проще было пройти разверткой. Если же пройти разверткой сразу, то она, по сути, повторит все те биения, которые возникли после сверления, так как пеноль задней бабки у меня болтается. Вылет 90 мм. Развертка, как можете заметить, имеет конус Морзе 2 и лапку на конце. А вот фиксатора от проворота этой лапки в задней бабке нет. Поэтому действовать приходится очень аккуратно и очень долго. Но на самом деле сделал я это за 10 минут. Больше всего времени ушло на конечную точку, так как это был второй этап росточки и резец отгибался значительно больше. Но также стоит отметить, что развертка имеет длину ровно 90 мм, что я предварительно замерял, поэтому и сделал общую длину 90. Качество поверхности очень неплохое.
принципе соответствует развертке, а вот диаметр примерно на 0,03 в плюсе. Суммарно получается в районе 12 соток зазора. Державка чуть даже побалтывается. Но зато есть запас на сварку, если вдруг надумает повести деталь. Ну, как водится, все хорошее, а именно электрод закончился на стороне, которая не будет видна. Поэтому лицевая сторона будет ужасной. Ну, в общем-то, на функционал это не повлияет. Державка все так же вставляется, так что ничего не повело. Причем от слова совсем. Она точно так же чуть болтается. В итоге снизу сфазировал столько, чтобы в своем обычном положении, когда винты крепежные находятся вертикально по проточке резца, он был чуть выше центра. Ну и в общем-то все. Если будет значительно выше центра, когда я уже итогово закреплю, можно будет еще немного снять с основания. Очень не хватает пеноля для этого действия. А пеноль-то у меня до сих пор неподвижно. Так что, уважаемые зрители, вдруг у кого-то есть такая головка, подскажите хотя бы примерно внутренние размеры необходимых запчастей, так как найти это все очень проблематично. В интернете встречались лишь одна или две фотографии внутренностей, и меня останавливает от того, чтобы доделать головку, именно это.
мм со стороны. Общий съем 2 мм. Ну, 3 мм уже довольно затруднительно. Двигатель установлен всего 750 Вт и работает он, как видите, на 32 Гц. Так что при желании можно снимать и больше, но я столько не снимаю, особенно при расточке. Я думаю, миллиметр со стороны более чем достаточно. Да и вылет тут на самом деле довольно-таки немаленький. Вы, наверное, заметили, как отгибает державку. Ну вот такой резец получился, или державка, или блок. В очередной раз стоит напомнить простую истину, что нельзя никуда торопиться и тем более отвлекаться. Как видите, вот эту часть я готовил к тому, чтобы она была сверху. Но в один момент перепутал и сфрезеровал не ту сторону. Из-за этого сварки вот в этих точках осталось совсем мало. И плюс поторопился вот с этой кромкой, которую можно было настолько не сфрезеровывать, чтобы она упиралась в резцедержку. В данном случае этого не происходит. Ну, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Предыдущую маленькую державку я вообще делал за пару часов. Думал, что она послужит совсем недолго. А пользуюсь я ей уже второй год. Так и с этой, я думаю, будет все нормально. Винты установил обычные. Есть повышенной прочности, но, по моему мнению, серийки у меня тут нет. Мне проще периодически менять болты, чем продавливать державку. Всем спасибо за просмотр. Пишите, что вы об этом думаете. До свидания.